Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя со 2 февраля по 8 февраля. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет у вас, к чему нужно быть готовыми. Я напоминаю, что это таро-прогноз не индивидуальный, не личный. Тем не менее, рассчитываю на ваши комментарии, отзывы, а также на то, что вы подпишетесь, если вам этот расклад подходит, если вы не хотите в дальнейшем пропустить подобные видео, если они вам действительно нравятся. Итак, Девы, расклад на 2 колодах. Первая колода у нас основная, вторая дополнительная для уточнений и для разъяснений. Посмотрим, какие сочетания, соответственно, карт, в каких композициях они у вас выпадут и о чем это, может быть, будет говорить. Итак, давайте посмотрим, Девы, что же происходит у Дев в период со 2 по 8 февраля. Что интересного ждет ваш знак зодиака. Итак, Девы, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта короля кубков, карта водной стихии. Для кого-то это может быть общение с водным знаком зодиака, то есть раки, рыбы или скорпионы. Для кого-то будут важны чувства и эмоции, вот эти вот эмоциональные переживания, возможно, касающиеся любви, вашей привязанности к кому-то по этой карте. Карта короля кубков. Давайте посмотрим. Дополнительная карта. Здесь карта правосудия, карта справедливости. То есть вы пытаетесь здесь решить какие-то спорные вопросы. Возможно, с таким человеком водного знака зодиака. То есть вы стараетесь добиться справедливости. Также вы можете здесь требовать от кого-то честности в плане отношений. Пытаетесь выяснить, какие между вами отношения. Соответственно, что дальше вы будете делать с этими отношениями, как вы их будете планировать. В общем, да. И также здесь по правосудию, может быть, и, знаете, правосудие — это все-таки как необходимость прийти к балансу, прийти к какой-то золотой середине, допустим, в ваших отношениях, в вашей паре, да, потому что вы хотите ответственно обсудить то, что у вас происходит, вы хотите честных каких-то ответов от своей второй половинки, возможно, и поэтому, собственно, да, такое сочетание здесь у вас могло произойти. Дальше карта идет пятерки пентаклей, карта неприятностей, с которыми, возможно, вы сталкиваетесь, к сожалению, во вторник. Может быть, вы здесь шестерка пентаклей, дополнение. Может быть, вы здесь сталкиваетесь с тем, что кому-то нужна помощь, и вы помогаете этому человеку. Одна рука дает другой, да, потому что вы видите, что кто-то находится в бедственном положении, либо вы здесь требуете помощи, нуждаетесь в поддержке и помощи. Кстати, не обязательно материальная, это может быть и необходимость какого-то совета, да, получения такого совета или какой-то моральной поддержки, которая нужна вам или другому человеку. И здесь происходит этот взаимный обмен, когда вы отдаете и в ответ получаете, соответственно, тоже. То есть здесь такой вот без потерь обмен, который происходит. Дальше идет карта, собственно, умеренность. Да, это карта, которая говорит, это 14-й аркан, говорит о необходимости баланса и равновесия. Вам хочется какого-то умиротворения. Возможно, вам хочется здесь найти компромисс в отношениях с кем-то, чтобы не ссориться, не выяснять отношения более, а чтобы найти какие-то компромиссы, сгладить, возможно, острые углы. Также вам хочется, ну и в целом, да, какого-то уже наконец-то спокойствия по этой карте. И тут же двойка мечей. И в какой-то степени вы по двойке мечей можете сдерживать свои эмоции, то есть пытаться привести к балансу, к равновесию, чтобы не поссориться с кем-то окончательно или чтобы не нарушить какие-то отношения, которые могут быть шаткими. То есть вы также можете сдержать свои эмоции, сделать вид, что вас что-то не беспокоит или не касается, или что вы чего-то не замечаете, хотя на самом деле это может быть не так. Вы стараетесь таким образом просто, ну вот как будто бы, знаете, ну вот, знаете, или показать, что я тебе доверяю, да, ну хотя и замечаете, что это не совсем там что-то, да, соответствует реальности, либо стараетесь здесь таким образом себя уберечь, может быть, эмоционально себя уберечь от каких-то
неприятностей. Карта следующая отшельника. Желание побыть в одиночестве, может быть, отстраниться, отгородиться от других людей немножечко по отшельнику. Кто-то из вас может углубляться в свою работу, больше концентрироваться на своих делах, своих задачах и уделять внимание каким-то мелочам на работе. Кто-то ищет для себя вот этот вот свет, как он ищет с этим фонарем. То есть пытаетесь разобраться в своих целях, своих, там, не знаю, намерениях, да, что для вас важно, к чему вам идти дальше, к чему стремиться. То есть все равно это как будто бы понимание, которое к вам приходит, когда вы стараетесь разобраться в себе. То есть, наверное, будучи в одиночестве, да, как-то уединиться и подумать об этих вещах. В целом-то карта ваше дело, она соответствует вашему знаку зодиака, эта карта, и показывает вот эту вашу глубокую мудрость, которая вам в целом-то дана, и возможность духовно расти, что-то менять в себе, развиваться, какие-то новые открытия находить, грани своей души по отшельнику. Это то, что, может быть, вы и делаете здесь, собственно, в четверг у вас как-то особенно об этом активно, да, выпадает эта карта отшельника. Также вы можете здесь от чего-то осознанно отказываться, да, отказываться. Вот у вас есть 7 кубков, есть какие-то варианты, а вы стараетесь здесь что-то выбрать как будто или меньшее, или что-то по 7 кубков, потому что, вы знаете, вы сомневаетесь в том, какой вариант выбрать, вы стараетесь мудрое решение принять, мудрый выбор сделать, чтобы не ошибиться, потому что 7 кубков, она об этих трудностях и как будто бы нехватке информации, то есть стараетесь подсветить всю информацию, узнать сначала, в чем дело, да, разобраться во всех вопросах, потом уже принимать решение, потому что слишком много вариантов, и вы среди них прям теряться можете. Карта туза жезлов — решительное действие, которое вы здесь показываете по тузу жезлов, то есть здесь вы вот прям готовы что-то менять кардинально, да, готовы к каким-то изменениям. По карте дьявол это может изменение касаться и Козерога, потому что здесь карта Козерога, или какая-то страсть, влечение, которую вы здесь активно воплощаете в жизнь. Она может касаться отношений, а может касаться вашей работы, допустим, ваших каких-то интересов, что вас вдохновляет, да, воодушевляет, вселяет в вашу жизнь страсть, какое-то желание двигаться, добиваться, какие-то изменения производить в вашей жизни и реализовать свои возможности на полную. То есть у вас для этого очень хороший потенциал. И, может быть, вы это делаете, чтобы потешить свое тщеславие. Может быть, такой момент. Но опять-таки для вас это как получение желаемого. Вы это делаете, потому что вы знаете, что вы этого сильно хотите. Карта рыцаря жезлов, карта огненной стихии. Это может быть общение с огненным знаком. Это лев, овен или стрелец. Также еще и карта шута. То есть вы здесь можете быть очень импульсивными, порывистыми. Может быть, необдуманные поступки совершаете, как будто бы готовы шагнуть в неизвестность, шагнуть в пустоту. Мало думаете, быстро действуете, да, быстро принимаете решения, и в целом вы открыты всем изменениям, которые в вашей жизни происходят. Вы здесь можете быть даже где-то немножечко легкомысленными, потому что вас-то неопределенность не пугает, и по рыцарю жезлов у вас очень много здесь готовности рисковать, готовности здесь даже, несмотря на неизвестность будущего, шагнуть чуть ли не в пропасть, да, и посмотреть, что же там будет. То есть вы надеетесь на лучшее. Карта принцессы мечей, карта воздушной стихии, возможно, общение с воздушным знаком Девы здесь воскресенье, то есть весы-близнецы или водолеи. Но также еще и карта Луна. Карта здесь, возможно, показывает, что вы можете даже в чем-то и разочароваться. Принцесса мечей, может быть, поймете, что что-то от вас было скрыто, кто-то в чем-то вас обманывал, вы узнаете об этой информации. Или по этой карте принцессы мечей, возможно, вы здесь упустили какую-то возможность или шанс, потому что не успели его увидеть, либо побоялись его использовать, возможно, потому что были не уверены в себе. И здесь вы можете с этим справляться как с какой-то утратой, или это может вызывать у вас определенный стресс и определенной степени отчаяния. Почему такое сочетание? Почему здесь столько энергии, драйва и желания делать, а здесь в воскресенье почему-то, да, много страхов, переживаний? Не знаю, вот почему-то в такой последовательности эти карты здесь у вас выпали. Кстати, также может быть и какая-то попытка и желание разобраться в чем-то, что может быть от вас скрыто. То есть вы сами проявляете интерес, любопытство, вы здесь сами пытаетесь честно окружающим рассказать что-то, что, возможно, вы скрывали, но и узнать, соответственно, от других людей тоже честно информацию касаемо них. Возможно, вы здесь очень решительны будете в том, чтобы раскрыть все
карты, да, то есть чтобы все тайное узнать, разобраться во всем тайном. Итак, дорогие мои девы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.